И я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы на канале Таро Инспирасьоне. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скрывает август? Внезапные события августа, что вы не сможете игнорировать, вам придется этим заниматься, что будет для вас неожиданным и поворотным моментом именно в августе месяце для вашей судьбы или в вашей жизни. Давайте узнаем, и карты пасьянса нам расскажут и покажут. И на самом деле август у нас может быть каким-то самым таким запоминающимся или насыщенным месяцем года. И все это происходит за счет коридора затмений. Но не забываем, что у нас всегда коридор затмений соответствует новолунию и полнолунию. Так вот очень интересно. У вас, правда, август может быть таким, который вы запомните на всю жизнь. И это, с одной стороны, августовское небо не требует спешки, потому что в каких-то вопросах вам именно будет достаточно участвовать, держать руку на пульсе, где-то придется анализировать холодной головой и, может быть, и тщательно рассчитывать что-то математически, по деньгам даже, вот как будто присутствовать, не отмахнуться от чего-то. И если мы говорим новолуние, оно у нас происходит 12 августа, соответствует еще и солнечному затмению в знаке зодиака Лев, и это как какая-то новая дверь открывается. А если мы говорим о полнолунии, то это происходит и соответствует лунному затмению в вашем знаке зодиака, именно в Рыбах. Это в конце месяца, 28 августа. И это мы сами закрываем какую-то дверь уже за ненадобностью. Это мы какую-то энергию свою должны как высвободить. Может быть, длительное время мы в чем-то участвовали, и уже нас жизнь, судьба подводила к какому-то итогу. Мы сами не хотим туда оглядываться, и мы сами понимаем, что действительно за ненадобностью, как это уже перестало быть интересным, актуальным. И это всегда вопросы прошлого. Более того, у нас Венера, планета малого счастья, в весах находится с 7 августа. И такой период очень гармоничный нам создает до конца августа, когда мы можем с кем-то договориться, когда мы можем провести какие-то важные согласования, переговоры. И, кстати, переговоры какие-то у вас тут могут быть, потому что прочный союз. Но вот смотрите, здесь какой-то прочный союз, и по части союза рядом выпадает колокол. Колокол – это всегда как какое-то известие. Причем у нас период таков, что на вас оказывает влияние именно в августе, на каждый из знаков зодиака. То есть то, что происходит в обстоятельствах, да, то, что вот как ситуативно, мы это не меняем, но нам придется в этом участвовать. Но также изменения в судьбах людей, может быть, которые принадлежат к вашему ближайшему окружению или чуть подальше, но вот то, что у них происходит – то мы вовлечены в какую-то историю или в какой-то общий сюжет, как будто нам приходится тоже себя корректировать. Вот здесь может быть неожиданное известие, которое по части какого-то союза, и вам, скорее всего, придется принимать какое-то очень взвешенное решение. Смотрите, у вас еще совпадает голубь. Голубь – это вообще волшебное значение, причем точно волшебное. Тут, вы знаете... Вот, наверное, если есть какое-то полнолуние, да, или если вот энергия, оно-то есть, понятно, но вот энергия, которая касается глубокой эмоциональной трансформации, вот именно для вас полнолуние, это имеет такой смысл, то как элемент какой-то перезагрузки, который не просто вас ведет к благополучию, мои дорогие, а ведет еще и к солнцу, новому качеству жизни. И тут, правда, перед вами, если мы говорим солнечное затмение, какая-то ситуация в районе 12 числа у вас не только прояснится, ведь это символ ясности. Вы, правда, сможете создать какой-то документ, подписать соглашение, может быть, какой-то контракт, или услышите какую-то новость, которая будет поворотным моментом, вот когда вы тоже будете, исходя из того, что вы услышите, узнаете, принимать окончательное какое-то решение. И это всегда с учетом Солнца на 6-месячный цикл. Для вас судьба открывает пути дорожки, когда придется себя где-то и перестраивать тоже. Но это всегда новые возможности, а самое главное – дорога к новому качеству жизни. Да, может быть непросто, но тогда помните, Солнце в Деве с 23 августа для нас открывает сезон порядка. И это очень гармоничная земная энергия. И да, придется, может быть, что-то и подсчитывать, и в том числе и по финансам тоже.
Но это, знаете, та жизненная прагматика, от которой мы никуда не уйдем. В результате мы получаем, может быть, как раз более сильные позиции. А если нужно договориться, кстати, по деньгам, то тогда у нас это тоже получается. Но и по тратам тоже. А вообще, посмотрите, я тут не увидела сейчас. Смотрите, у вас выпал какой-то союз. Вот, кстати, колокол, да? Тут ведь я допускаю все-таки ради правды. Честности должна сказать. Тут может быть всегда колокол неожиданное. И неожиданное может быть со знаком плюс, а может быть и то, что... Вообще мы говорим, ни в какие ворота не лезет, что это такое, я к этому не готов, не готова. А у вас вот даже такой какой-то поворотный момент, может быть, который приносит нам, ну, сложные эмоции, когда придется в один момент действительно и на что-то решиться, я не исключаю. Но это будет подразумевать, что мы от чего-то откажемся тоже. Но для вас это открывается путь к благополучию. Вот ясность наступает по какому-то вопросу. И правда, тут в районе 28-го полнолуния, мы говорим в вашем знаке зодиака, тут какая-то тайна может открыться. Вы можете что-то узнать, но для вас это все добрые перемены. Дорога к счастью, дорога к солнцу. Это когда высшие силы помогают. А здесь у вас еще и выпадает любовь. Любовь, верность. У кого-то может быть судьбоносное знакомство. Ну, пусть не у всех, но у кого-то таки может совпадать. Ладно, тут у вас судьба, вам как какой-то подарок. Ух ты, а у кого-то, правда, знакомство. Причем, знаете, с тем человеком, с которым у вас это общение может перерасти в очень долгую дружбу. У кого-то это даже дружба, которая может перерасти в глубокую любовь. Я не говорю для всех, мы все разные, правда? Давайте, берите из расклада то, что откликается именно для вас. Но для кого-то такое будет. Я не исключаю, что как и новый человек, а у кого-то может быть как дружба, да? Шаг за шагом, может быть, больше общения у вас будет. А возможно, это тот человек, который, ну, или с которым вас сводит судьба. И потом это, правда, будет в какой-то союз переложено, который имеет более прочные какие-то, знаете, эмоциональную взаимосвязь друг с другом. И, опять же, продолжение этой истории. Но еще и деньги, мои дорогие, у вас выпали, поэтому решение некоторых финансовых вопросов. Тут у вас, знаете, как вы счастливый билет можете достать, мои дорогие, любимые рыбы. И рыбки, безмерно вас люблю. Правда, это так оно и есть у меня в семье 2 рыбы. Правда, они еще... Ну, одна большая рыба, будем говорить, а другая еще поменьше. Вот, но тем не менее, вы особенные, это правда, и вы мудрые. Иногда, то у меня 2 внука, один уже взрослый, другой помладше. И, ну, это такое лирическое отступление краткое. Боже мой, совершенно разные, хотя разница там всего лишь в несколько дней, да. И тем не менее, вот... Для одного это просто вот то, что он думает, это космос, а второй наоборот, он такой больше воин. Ну, вот такие разные бываете. И вот смотрите, вот все то, что я вам рассказала, идет для вас к какой-то уверенности, к большему пониманию вообще, что для вас складывается в дальнейшем. Это тот фундамент, который вы строите не просто на август, а на далекий период жизни. Волшебное значение, правда, для вас, мои дорогие. Пока я с вами говорю, я проверяю, что тут может быть еще. И мы можем складывать значения в крайних рядах. Смотрите, у вас еще выпадает конверт с сургучной печатью. Почему я говорю всегда, это может быть какой-то важный документ. И правда, соглашение, контракт, какая-то важная бумага. Или, может быть, в инстанциях вы где-то будете ставить подпись, или, может быть, какую-то печать в документах будете ставить. Но оформление именно идет. Это для вас оформление, которое, ну, может быть, олицетворяет своего рода подушку безопасности, надежность, когда у вас что-то согласовано с законом, причем сделано правильно. Хотя мы все разные, вы можете получить, кто-то получит письмо, буквально письмо по почте, кто-то на почту, на электронную получит, кто-то, может быть, важный разговор какой-то состоится. Опять же, мы все разные. А для кого-то СМС, может быть, придет или в одном из мессенджеров. Но тогда все важно. Нет мелочей, особенно для вас. Волшебный месяц август. И правда, тут по энергиям у нас происходит то, что никогда не повторится.
Поэтому постарайтесь взять по максимуму. Итак, пойдем с вами дальше. Я тут больше вижу, что вот даже с документом будут связаны, ну, какие-то приятные события или моменты. И у кого-то это может совпадать. Все-таки у нас рядом кольцо. И это какой-то прочный союз по работе, да. И тогда бумага будет говорить, к примеру, о том, что для тех, кто ищет работу, вы как раз ее найдете и останетесь довольны. Но тогда рассматривайте какие-то сами альтернативные варианты, потому что все меняется. Идем дальше. Итак, что скрывает август? В чем вам придется участвовать? Ну, вы где-то не предполагали, что вам придется этим заниматься. И если мы с вами говорили, что одна дверь открывается, а вторую закройте сами. Вот давайте узнаем. Так что уйдет? Что уйдет? А что придет взамен? Что будет продолжаться на период осени? В чем ваша фортуна? В чем вас сейчас поддерживают высшие силы? И что будет для вас внезапно? Вот какой-то поворотный момент. Или как снег на голову. Правда, что скрывает август? Колесо фортуны. Но я долгое время говорила. Вот действительно фартануло, повезло. Здесь у вас какое-то стечение обстоятельств. И, кстати, это карта скорости. Мы все знаем, что если так вот смотреть со стороны на обод колеса, нам может казаться, что оно идет сначала наверх, а потом вниз. И поэтому эта карта подсказывает. Вот тут ты сейчас как на подъеме, когда эта карта выпадает. Но ухвати этот момент. Потом это пойдет вниз. То есть это спад энергии, все в нашей жизни циклично, да? Вот вы сейчас именно как на гребне возможностей. Но если мы упустим время, то потом мы его не вернем. Будьте внимательны, может быть, от вас именно потребуется кому-то сказать как свое решение. И здесь, если мы кому-то говорим «нет», то это должно быть очень осознанно. Мы назад это не вернем. У нас не получится как будто отмотать назад, открутить словно киноленту собственной судьбы. Но, может быть, для кого-то из вас будет действительно какой-то насыщенный день или насыщенные дни. Но поворотный момент в вашей судьбе в августе как будто обеспечен. Может быть, он будет касаться вашего решения и по поводу конкретного человека, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец. Или будет касаться вопроса вашего дома, или человек, может быть, имеет там, кстати, асцендент. Может быть, какая-то тема. Если мы рассматриваем королева жезлов, это всегда сильная позиция. Если берем просто архетип, знаки тут зодиака ни при чем, то это правда. Эта карта будет говорить о том, что будет много работы с информацией, и от вас будет зависеть правильное распределение денег. Рядом деньги как раз, и десятка пентаклей – это по максимуму. И мы говорим, здесь могут быть и вопросы, откуда к вам приходят деньги, где-то работа, вопросы вашего места жительства по десятке пентаклей, и личной жизни тоже. Тут воедино несколько сфер жизни, как по судьбе, Верховный Жрец, совпадают. И ведь это провластная карта. Нам говорят о чем? Это мы всегда, правда, хотим мы или нет. У кого-то может совпасть именно с заключением договоров по работе, у кого-то иногда по этой карте проходят или венчание, ну, может быть, и бракоразводный процесс. Но это всегда, понимаете, для вас новая ступень. Ну, бывает такое, что когда жизнь утратила уже именно совместный всяческий интерес, мы ведь все разные, правда, расклад общий, то мы тоже словно какое-то освобождение получаем. Но когда уже окончательно утрачено взаимопонимание, ну тогда тоже вот время наведения порядка, потому что по иерофанту это всегда порядок. Но ведь есть еще и такой момент, иерофант – это учитель и ученик одновременно. Поэтому для кого-то из вас вот эта фортуна может где-то совпадать с окончанием учебы, получением какого-то документа, который вам будет помогать при получении работы или поиске работы, я не исключаю, но когда потребует, может быть, и от вас продолжение обучения, освоение каких-то новых дисциплин, новых наук, да, ну и опять же, какая-то организация через
документоведения, хочется сказать, то есть через какие-то важные бумаги, потому что по верховному жрецу это всегда, знаете, с одной стороны какой-то ритуал, с другой стороны это что-то скреплено именно на бумаге. Но это и еще и то, что мы говорим по судьбе, то, от чего мы не уйдем. Но я должна сказать по финансам. Тут может быть даже по работе какой-то поворотный момент, который касается именно когда денег будет приходить больше. Может быть, кто-то будет делать выбор по работе, а для кого-то этот момент совпадет с личной жизнью. Слушайте, у вас такие карты, карта победителя. Но о чем говорит карта? У тебя меняется что-то, ты можешь получить эту победу. Тебе сейчас действительно высшие силы, сама фортуна на вашей стороне. И это, внимание, скрыто. То есть будет какой-то поворотный момент. Иногда поворотные моменты выглядят невзрачно, мои дорогие. Но у вас шикарная интуиция, и в августе она у вас работает на 1000%. Но вам вот эту победу мы не можем расслабиться. Вам мало как будто достичь какой-то высоты. В этом вам помогают высшие силы. А дальше, как ты сам распределишь, на что ты согласишься, от чего ты откажешься. И как ты даже, если ты согласился, или ты когда, ну вот уже именно для себя вот эту победу получил, насколько долго ты будешь или сможешь удерживать этот темп, а его придется удерживать, все контролировать. И где-то вот знаете как, мало говорят взять высоту, а потом эту высоту придется удерживать. Вот вам придется удерживать или быть в этих энергиях и еще какое-то время. Ладно, а что же уйдет? Пусть идет. По 9 мечей, страхи, сомнения, какая-то внутренняя такая, знаете, как самокопание, такое состояние души, когда либо мы на что-то не решались, либо постоянно в чем-то нам не везло, или какие-то были сложные эмоции. Вот это все уходит прямо по справедливости. И ведь правда какой-то поворотный момент, потому что по аркану справедливость, тем более у вас и колесо фортуны, и верховный жрец, карта кармы, причина и следствие. Я не исключаю, тут уходит какая-то, знаете, такая очень сложная тема, может быть, даже с конкретным человеком, с которым были прежде как постоянно какие-то пререкания, или когда и ваше какой-то был такой период самокопания, может быть, в несколько заходов, когда вы пытались и так, и эдак, вот, ну, какую-то дипломатию выстроить. Вот, значит, здесь тоже будет поворотный момент, а для кого-то из вас, может быть, в оформлении документов все-таки иногда по этой карте именно юриспруденция идет, справедливость все-таки, да, и у вас действительно получится какие-то важные бумаги, договоры, контракты. Тут все вместе может соединиться. И окончательно вы сможете с кем-то, допустим, поставить подпись, да. Ну, может быть, если мы говорим с работодателем, да, это заключить договор, он ставит подписи вы. То есть контракт именно рабочий, а у кого-то брачный контракт. Тут я такое тоже не исключаю. Это вы решаете какую-то тему и словно закрываете какой-то гештальт. Это уходит. И последующий период жизни, он идет совершенно в новых энергиях. Так что придет взамен. А вот потом придется удерживать аркан умеренности. А вот потом у вас будет какой-то еще, будьте к этому готовы. Может быть, это будет, правда, связано с личной жизнью. Все-таки старший аркан. У вас будет еще такой своеобразный период или момент вашей судьбы, когда будет не случайная случайность. И вроде бы это будет где-то среди полного спокойствия. Но для кого-то из вас все-таки все две карты говорят, ты сейчас для себя откроешь как путь в будущее для большей стабильности, и тебе придется, правда, чему-то и учиться, и адаптироваться, может быть, по-новому зарабатывать деньги. Для кого-то из вас, что придет взамен, здесь приходит взамен, все-таки по этой карте я, по крайней мере, в моих раскладах, для кого из вас нужно решить финансовую проблему, то тогда у вас есть человек, который вам поможет именно через финансы. И иногда это бывают те люди, на которых мы не рассчитывали, поэтому для кого-то найти этого человека.
И аналогично это может быть ситуация, которая касается документов, каких-то очень важных соглашений. Тогда участие человека, который либо имеет опыт, либо жизненный опыт, да, либо сам был в подобных ситуациях, то тогда буквально содействие, может быть и по документам тоже. Но у вас как складывается воедино какой-то сложный пазл, причем нужные дорожки открываются, они нужные как будто стремятся вас подвести к итогу. Здесь может быть, правда, что-то как юриспруденция, все-таки королева мечей, но какая-то ситуация потребует и от вас действительно, чтобы вы с чем-то определились раз и навсегда. Смотрите, по сути дела, справедливость мы тоже где-то говорим, все-таки это энергия, вот как по королеве мечей. Это аналитика, это интеллект, это холодная голова. И весы – это именно договоренности, это умение быть дипломатом. Ну, а вы шикарные дипломаты, но и внутреннее какое-то для вас, да, однозначное решение, может быть, по части персон, но у кого-то личная жизнь, работа. Ну, давайте узнаем, а что же будет продолжаться. А вам еще предстоит пройти какой-то путь, который будет связан с неожиданностями, причем с неожиданными новостями. Или, может быть, это вы будете находиться в какой-то не одной новой ситуации, когда это будет касаться новых людей. Причем вы можете столкнуться с людьми импульсивными, с которым договариваться будет сложно, примите это во внимание. Но это будет для вас тоже какой-то судьбоносный момент означать. Вот, видимо, вам придется соединить то, что просит ваша душа, сердце, но и оценивать холодной головой. Какой-то совершенно новый жизненный путь. Очень импонирует тому, что я говорила. Сомнения, они где-то периодически вас будут одолевать. Или это будет какое-то воспоминание о прошлом. Но здесь у кого-то может быть даже вот так, что будет продолжено, если мы говорим на осень. У вас, правда, в деньгах может быть какой-то поворотный момент, это через работу или через вашу занятость, может быть какой-то новый способ дохода, может быть пассивный. Вы от чего-то тут, я вижу, либо не откажетесь, либо попробуете, и, видимо, это будет продвигаться. Определенно, мои дорогие рыбы и рыбки, от какого-то вашего решения, очень важного в августе, будет зависеть ваша финансовая составляющая, конкретно ваш доход, когда впоследствии вы себе скажете не раз спасибо за вот какое-то правильное решение в августе. Поэтому будьте внимательны очень дважды. У вас шикарные две карты, что будет продолжаться. По сути дела, хоть и девятка кубков, а ведь это где-то карта эгоиста, я ее так называю. Почему? А потому что у нас есть. И здесь больше блага такие материальные, мои дорогие. Для кого-то именно какой-то дополнительный доход. Или пусть это не дополнительный, а наоборот основной. У нас ведь тут как хозяин таверны, тут который работает на себя как будто, да. И я не исключаю, но тут правда, либо как статус ваш повышается, или кто-то намеревается делать карьеру, как бы и дальше карьеру, на одном не успокаивается. Вот это победа, о которой я говорила. Мало взять высоту, а потом эту планку придется удерживать. Девятка пентаклей, девятка кубков. И если пентакли еще такая более холодная, сдержанная карта, ну где-то мы просто делаем деньги. А это тот доход, который, вы знаете, как фраза «деньги – один из способов взаимодействия с миром». Тут для вас даже мир открывается. А я бы сказала, что будет продолжаться. У вас тут новые возможности открываются. И, кстати, эти возможности как и по финансам, и по нулевому аркану у нас часто проигрывается путешествие. И у кого-то вы задумаетесь всерьез либо о смене места жительства, а у кого-то может быть как смена границ, смена страны, какие-то совершенно новые горизонты. Пусть это для кого-то, опять же, из вас проиграется как какой-то сумасшедший план. Но вы от него не откажетесь, потому что как-то, знаете, у вас может даже складываться так судьба, что как подсказки приходят. Или словно вот как нити рядные, какой-то клубочек вашей судьбы раскручивается, и сначала, ну, действительно, судьбоносный момент, одна какая-то возможность откроется, потом, как вы тянете за эту ниточку, а клубочек раскрывается дальше, и что-то последует дальше, потом еще какой-то третий момент, четвертый. Вот вы ведь наделены волшебной интуицией, поэтому будьте подсказкам,
вашей судьбы, вашей интуиции. Очень внимательны, доверяйте себе. В чем ваша фортуна? Хотя нам уже эта карта выпала. Вот это да. Карта суд, карта избавления от боли, избавления от страданий. Это итоговая карта, когда нам говорят точка невозврата. Но это одновременно точка нового отсчета. И все то, что я говорила. В этом вам помогает фортуна. Что внезапно, что неожиданно. Но, кстати, мы тут выздоравливаем. Вот как и от каких-то, да, вот у вас две такие, ну, неприятные карты. Девятка мечей, восьмерка мечей. Это две карты, как и внутренних страхов, сомнений, так и вот этого самокопания, страхов, именно внутренних, а получится, не получится. Или когда мы себя за что-то корили. Вот как раз 20-й аркан говорит, и в этом вам фортуна помогает освободиться от этого. Что внезапно, может быть, как снег на голову, новые возможности. Тройка жезлов – это всегда карта будущего. Но посмотрите, человек как будто сам останавливается на полдороги. Всегда есть такое значение по этой карте. Вы сами в какой-то момент августа, и жезлы, дела, работа, бизнес, и пусть даже у кого-то, кстати, личная жизнь. Значит, есть отношения, в которых вы, ну пусть у кого-то полчаса, у кого-то день, смотря там плюс-минус, кому сколько подумать нужно времени, да, или, может быть, разузнать, как работает закон. Тут разные ситуации, или что-то прояснить. Вот нам как будто нужно будет определиться, что же из прошлого мы готовы взять с собой в будущее. И вот этот вот корабль ледяных символов Меркурия, как будто будущее, а вы уже в нем. Вы уже в нем. И какие-то события, именно которые будут связаны с более далекой траекторией, у вас будут раскрываться как возможности в августе. И это будет у вас касаться выбора. И, кстати, у кого-то личной жизни. Что будет для вас внезапно? Здесь может быть такая история, кстати, что вы будете раздумывать по поводу какого-то человека. А надо ли мне это? Я не исключаю, что у кого-то будут отношения, когда вы тоже задумаетесь. Может быть, какая-то сложная история. У кого-то может быть связано с тем, что, да, тут может быть и вы кому-то будете внутренне готовы сказать «нет». Именно потому, что это какая-то история прошлого. Тут ведь у нас выпадает королева мечей. Вы можете сами измениться, мои дорогие рыбы и рыбки. То, что было прежде вам интересно, оно утрачивает привлекательность вообще. Вы настолько за 1 месяц внутренне можете измениться, что то, что было прежде в каких-то приоритетах, оно больше вот вообще не цепляет. То, что прежде болело, отгорело, не имеет никакого значения, мои дорогие. Поэтому по двойке пентаклей какая-то прежняя история, словно которая, знаете, походила, может быть, на манипуляцию. Ну, кстати, здесь какая-то история, которая могла быть у кого-то и с деньгами, она тоже где-то соответствует и вашему выбору, но и еще и будет говорить о том, что, правда, тут такие какие-то двойственные отношения, которые похожи на игру. Именно через чувство рядом аркан влюбленные вам захочется словно отвернуться и смотреть, искать совершенно новые горизонты. Так вот, у кого-то именно история, которая тянулась из прошлого, и все же по шестерке кубков это взаимоотношения, которые касаются дружбы. У кого-то напрямую дружба, а у кого-то это будет через чувства. И здесь, вот знаете, это внезапно. Такая ситуация выбора, как будто этот выбор делаете вы на долгий период в жизни. Здесь я не исключаю, что какой-то человек, вот именно из прошлого, кого вы даже прежде очень хотели, да, видеть, знать, продолжать, может быть, эту дружбу, а для кого-то все-таки мы все разные, опять же, может быть, даже это была какая-то любовь именно с вашей стороны, это была какая-то искренность, но она потом как-то обернулась совершенно другой историей, может быть, с какой-то паузой. Вот здесь человек может передумать и пытаться, как дважды в реку войти, вернуться в вашу жизнь. Но я тут вижу, что вы тогда очень крепко подумаете перед тем, как впускать кого-то заново. Итоги вы подводите, чтобы не было никакой зависимой ситуации, как будто
Рыбы и рыбки подумают, я опять окажусь в подвешенном состоянии или буду заложником чувств, а человек как играл, так и продолжит эту игру дальше. Ну вот как-то так, вот значит это внезапно, такие моменты могут быть. Пусть не для всех, поэтому принимайте лишь то, что откликается в вашей душе и в вашей судьбе в реальной жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, волшебный месяц август. Это правда. И я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете волшебные комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте, как и статьи по психологии, так и астрологические гороскопы. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.